снова всем привет на канале Мото Столобока. Сегодня продолжаем наши изыскания по ремонту советской мототехники. На повестке дня замена втулок верхней головки шатуна. В ремонте двигатель Юпитер 5. Проблема в том, что здесь меняли втулки и ужаснейшим образом выполнили этот ремонт. Видно, да, какой люфт? Это нужно исправлять. Пальцы я сделал предварительный промер, они минус полсотых от 14. Но это не сильно нас интересует, потому что мы будем выполнять изготовление втулок по месту, конкретно по размеру данных шатунов и пальцев, соответственно. Для того, чтобы изготовить, нам потребуется непосредственно сам материал. Это бронза необходимой марки. Именно она указывается в советской литературе для изготовления втулок верхней головки шатуна. Далее необходим резец. Токарный станок я вам покажу чуть позже. Пластинки приобрел у наших братьев-китайцев. Посмотрим, как они в работе. Далее, перед тем, как изготавливать новые втулки, необходимо извлечь старые. Можно извлечь простым методом. Взять пилку по металлу, ножовку и распилить. Не бойтесь там повредить шатун, ничего в этом страшного нет. То есть выпиливаем втулку, извлекаем ее оттуда. Далее необходимо нам будет измерить диаметр верхней головки шатуна без втулки. Для этого у меня есть вот такой вот нутромер, вот, с необходимыми полями допуска. Сделаем замер и уже от этого будем исходить при росточке. Палец мы будем использовать как калибр, чтобы нам быстрее растачивать, то есть не пользоваться нутромером при изготовлении втулки. Ну, все покажу в дальнейшем. Почему я не использую втулки, которые продаются в магазинах? Ну, во-первых, там марка далеко не бронза, это, скорее всего, латунь. Некоторые продавцы так и пишут, это латунь. Латунь не будет работать в таких условиях, потому что конструкторами давно было все рассчитано и просчитано. Это раз. Во-вторых, втулки эти, которые продаются, они изготовлены из листового материала, который просто свернут в трубку. Естественно, ни о какой точности там говорить не приходится. И мало того, после запрессовки этих разрезных втулок у вас получается отклонение от оси пальца верхней головки шатуна относительно пальца нижней головки шатуна после разворачивания. То есть вы запрессовали втулку, развернули ее разверткой, и гарантировать соосность пальца верхней головки шатуна относительно нижней я, например, не могу при таких выполнениях ремонта. Вот, собственно-то, и все. Процедура эта технологически вполне выполнима в домашних условиях, если есть хотя бы хоббийный токарный станок. Ну, все, приступим. Да, не сказал вам, что есть, в принципе, еще один способ, как можно извлечь втулку, да? То есть вот такой болт. Но сейчас у меня оправку я куда-то потерял, как обычно. Вот такой подшипник использую. Здесь у него внутренний диаметр 20. Делаем вот так. Устанавливаем. Позиционируем относительно ВГШ. Есть такая вот втулочка. Вот этот диаметр внутренний вот здесь 14, а здесь на 16. Мы ее вставляем. И с помощью гайки, это если пилить лень, как мне, с помощью гайки, советского ключа, так как у нас советский мотоцикл, держим. Так. И начинаем затягивать. Смотрим. Должна втулка пойти. То есть все, она пошла. И вот таким вот методом можно также выпрессовать, периодически подкладывая гайки, если не хватает пространства, болта, либо втулка упрется. Этот же
механизм можно потом использовать и для запрессовки изготовленной втулки. То есть, когда уже новую втулку запрессовывают либо в тисках, ну, либо вот опять же с помощью болта и гайки. И вот таким вот образом продолжаем. Так, ну вот втулка извлечена. И все. Теперь нужно очистить. Теперь будем очищать и замерять ВГШ от нутромера. Вот такое вот приспособление получается. Подшипник, пару шайб наставить. Втулка вот такая. То есть ее сперва вот так ставим, потом, когда не хватает, просто переворачиваем. И гайка. Ну, я вот такую длинную использую. Есть еще вот такая вот тарелка выточенная. Это для запрессовки. Все, вот весь бутерброд. Очень удобно. Я токарь, отличный, 6 лет на заводе. Таких мастеров больше нету в природе. Мне цель не важна, мне лишь нужен станок, болванка, резец, электрический ток. Мне мастер сказал, что деталь так важна, что нашей стране она очень нужна. Но он мог бы это и не говорить. Я токарь, и значит я должен точить. Я точу, точу, точу. Хотя точить я не хочу, но надо так надо, хоть мне неохота, но что же поделать, такая работа. Был токарь отец мой, стал токарем я, токарному делу учили меня. И вот уж 6 лет я стою у станка, с 8 до 5, от звонка до звонка. Из каждой болванки могу сотворить я все, что угодно, да что говорить. Ведь все, что угодно, не нужно стране. И я делаю то, что предписано мне. И я точу, точу, точу. Хотя точить я не хочу, но надо так надо, хоть мне неохота, но что же поделать, такая работа. Но время идет, и вот прошла перестройка, но я ни о чем не жалею нисколько, поскольку я новое счастье нашел. Когда я с родного завода ушел, я стал заниматься большими делами. Дружу и с бандитами я, и с ментами. Я целыми днями на рынке торчу, ножи и лопаты клиентам точу. И я точу, точу, точу. Хотя точить не хочу, но надо так надо, хоть мне неохота, но что же поделать, такая работа. Я токарь отличный, я доктор отличный, я повар отличный, учитель хороший. Сколько же нас здесь на рынке-то? Итак, были изготовлены бронзовые втулки. Вот такая вот чистота поверхности. Это после резца. Ну, внутри то же самое. Необходимый натяг пальца. Видно, да? Что он туда туго входит, но входит. Это под этот пальчик, под этот коленвал. И это под другой. Когда втулка запрессуется в верхнюю головку шатуна, она сядет по диаметру. И как раз потом можно будет разверткой
сделать необходимый зазор. Втулка палец. Дальше, что еще хотел показать. Снята фаска для более удобной запрессовки. Материал я использую специальный. Это специальная бронза, именно та, которая прописана в литературе. Здесь необходимое содержание меди, цинка, олова и других сплавов. Такой вот пруток у меня остался. С него я точу. Ну, в принципе, все. Показывать, как запрессовывать верхнюю головку шатуна, я думаю, в принципе, незачем. Вы сами все это знаете. У меня специальные оправки для этого. Вот такая специальная оправка. Она вставляется. И есть еще вот такая выточенная. Здесь она более плотна, чтобы минимальный перекос был. Ну, пока так. Так, обжали втулки. Видно, да? Фасочка раздавлена. И здесь тоже. Далее берем ветошь какую-нибудь. Закрываем нижнюю головку шатуна. И будем делать канал для смазки. Так как здесь нужно сделать максимально большим его, то вот этот пропил, если делать ножовкой, то он полностью не откроется, потому что так как головка круглая и втулка, да, нам нужно именно круглым и пилить в обратку, в ответную. Ну, я делаю это вот таким вот камнем. Он по диаметру как раз четко подходит. Ну все. Зажимаем в тиски шатун. У меня вот здесь вот небольшие тисочки стоят, вот они, и потом уже делаю распил. Так, дальше вот эти вот тонкие стеночки, которые образовались, вот эти, их нужно выломать, чтобы они не попали в двигатель потом. Ну вот можно вот такой тоненькой, либо у меня есть вот тут вот в наборе там специальные фрезы такие маленькие. Сейчас я вам покажу. Вот здесь разные фрезы, и вот берем самую маленькую, вот такую вот, и ей убираем вот эти вот все ненужности, ненужные остатки, чтобы они у нас не попали в двигатель. Так, ну вот что у нас получилось на выходе. Видно, да, что грани я убрал все ненужные. Так, ну а далее будем разворачивать верхнюю головку шатуна. Как ее разворачивать? Операция аналогична с операцией, которую я проводил на Иж-Планете 5. Сейчас я вам сделаю вставку небольшую в видео. Итак, друзья, работать мы будем вот сперва проходить вот такой разверткой. Это номер 1, диаметр 15. А доводить до чистового размера будем вот такой регулируемой разверткой. Там внутри шарик.
Вот видно, да, как происходит процесс. Здесь он аналогичен, я останавливаться на нем не буду. Можете посмотреть видео, как я разворачиваю на планете 5. То же самое абсолютно. На этом все. Валы подготовлены. Второй вал делается аналогичным образом. И далее уже будет сборка двигателя. Пока все.